Большое преимущество графических решений представляется их наглядностью, ясностью, очевидностью. Ошибки и недосмотры скорее замечаются при решениях чертежом, чем при вычислениях. Наконец, графические решения представляют еще то преимущество, что они не вызывают такого умственного утомления, как численные решения. Длинные арифметические выкладки представляют наиболее неприятную умственную работу, влекущую за собой заметную мозговую усталость. Исполнение чертежа не так вредно отзывается на психическом состоянии. Виктор Львович Кирпичев. В этом видео методами графической статики мы посчитаем трехшарнирную арку. Итак, как всегда, сначала определимся с масштабом. Примем, что 1 мм равен 1 кг силе. Теперь будем определять опорные реакции. Для этого сначала узнаем равнодействующие для пары сил слева от шарнира и пары сил справа от шарнира. Строим объединенный многоугольник сил для левой половины арки и для правой половины арки. Обходя арку по часовой стрелке, выстраиваем силы в цепочку. В произвольном месте ставим точку фокуса для левой половины арки и для правой половины арки, или слева от шарнира и справа от шарнира. Из точек фокуса в углы многоугольника проводим лучи для левой половины арки и для правой половины арки. Простым геометрическим суммированием определяем равнодействующую для пары сил слева от шарнира и пары сил справа от шарнира. Поскольку все силы параллельны, многоугольник сил слился в прямую, поэтому для наглядности сместим линии равнодействующих немножко в сторону. И вот наши равнодействующие для пары сил слева от шарнира и пары сил справа от шарнира. Теперь определим место расположения равнодействующей на схеме арки. Проводим линии действия сил. Первый луч левого многоугольника ставим так, чтобы он пересекал линию действия оранжевой силы. Второй луч левого многоугольника ставим на пересечение линии действия оранжевой силы и первого луча. Вытягиваем его, чтобы он пересек линию действия красной силы. Последний луч левого многоугольника ставим на пересечение линии действия красной силы и второго луча. Убираем лишние хвостики. Через точку, где сходится первый и последний луч многоугольника сил, и пройдет линия действия равнодействующей. Повторяем те же действия для правой половины арки. Первый луч правого многоугольника сил ставим так, чтобы он пересекал линию действия зеленой силы. Второй луч правого многоугольника сил ставим на пересечение линии действия зеленой силы и первого луча. Последний луч правого многоугольника ставим на пересечение линии действия голубой силы и второго луча. Убираем хвостики. Через точку, где сходится первый и последний луч правого многоугольника сил, пройдет линия действия равнодействующей для правой пары сил. Теперь будем определять направление опорных реакций. Из правой опоры обязательно через шарнир проводим линию до пересечения с равнодействующей левой парой сил.
Теперь к этому пересечению из левой опоры проводим еще одну линию, которая и будет линией действия левой опорной реакции. Пометим цветом, что это набор для левой стороны. Делаем то же самое, только зеркально, для определения линии действия правой опорной реакции. Пометим цветом, что это набор для правой стороны. Теперь будем определять значение опорных реакций. Линию действия левой опорной реакции копируем в начало левого многоугольника сил. А направляющую левой опорной реакции копируем в конец левого многоугольника сил. Убираем ненужные хвостики. Зеркально проделываем то же самое для правой стороны. Направляющую правой опорной реакции копируем в начало правого многоугольника сил. Линию действия правой опорной реакции копируем в конец правого многоугольника сил. Убираем ненужные хвостики. Далее на многоугольнике сил из линий, которые были направляющими, параллельным переносом строим четырехугольник. Теперь мы можем узнать значение и направление действия опорных реакций. Для этого из вершины получившегося четырехугольника в начало и конец многоугольника сил проводим линии. Вот мы получили значение для левой и для правой опорной реакции. Направление стрелок опорных реакций задается направлением стрелок сил, то есть получившийся многоугольник сил должен замкнуться по кругу. Скопируем опорные реакции на свои места. Вертикальную и горизонтальную составляющие опорной реакции определяем при помощи параллелограмма сил. Обратим внимание, что опорная реакция будет равнодействующей для получившейся пары сил. Теперь определим вертикальную и горизонтальную составляющие для правой опорной реакции. Вот мы получили все составляющие усилий на опорах арки, осталось их только измерить. Усилия, естественно, согласно масштабу у нас в килограммах.
Ну вот теперь мы знаем значение опорных реакций и их составляющих. Далее будем определять изгибающие моменты. Для этого нам понадобится дуга арки с шарниром. И многоугольник из внешних сил и опорных реакций. Чем опорные реакции в этом многоугольнике сил станут первым и последним лучом. А точка пересечения опорных реакций будет точкой фокуса. Теперь из точки фокуса в углы многоугольника сил проводим лучи. Измеряем фокусное расстояние, оно нам потом понадобится. Раскрасим для удобства линии действия силы в их цвет. И строим для дуги арки веревочный многоугольник. Причем замыкающей в этом случае выступит сама дуга арки. Первый луч ставим так, чтобы его начало было на левой опоре, а сам он пересекал линию действия оранжевой силы. Второй луч ставим на пересечение линии действия оранжевой силы и первого луча, так, чтобы он пересекал линию действия красной силы. Третий луч ставим на пересечение второго луча и линии действия красной силы, так, чтобы он пересекал линию действия зеленой силы. Четвертый луч ставим на пересечение третьего луча и линии действия зеленой силы, так, чтобы он пересекал линию действия голубой силы. Последний луч ставим так, чтобы его начало было на правой опоре, а сам он проходил через пересечение линии действия голубой силы и четвертого луча. Если все построения выполнены правильно, то один из лучей, в нашем случае третий, должен обязательно проходить через шарнир. И, конечно, четвертый и последний луч также должны пересечься в одной точке. Как видим, наши построения выполнены правильно. Почистим веревочный многоугольник, убрав лишние хвостики. Вот такой вот у нас получился веревочный многоугольник. Теперь с помощью него узнаем изгибающие моменты в арке. Для этого в интересующей нас точке проводим ординату от дуги арки до линии веревочного многоугольника. Измеряем эту ординату. Далее получившееся число умножаем на фокусное расстояние на многоугольнике сил.
Фокусное расстояние у нас в миллиметрах, а я хочу получить изгибающий момент в килограммах на метр. Поэтому умножу на фокусное расстояние не в миллиметрах, а в метрах. То есть умножу на 1,354 тысячных. Таким образом, в выбранной точке получился изгибающий момент 131,85 кг на метр. Теперь, руководствуясь этим принципом, построим эпюру изгибающих моментов. Проведем ординаты еще в нескольких точках. Чем больше их будет, тем точнее будет форма эпюры изгибающих моментов. При выборе ординат важно не пропустить точки с максимальными и минимальными значениями изгибающего момента. Этот ролик демонстрационный, поэтому ординат будет не очень много. И я думаю, не очень страшно, если я что-то пропустил. С положениями ординат определились, теперь подрежем их до нужной длины. Длину ординат тоже получили. По традиции эпюру будем строить не на дуге, а на прямой линии пролета. Рисуем линию пролета. И сносим на нее ординаты. Те, что над веревочным многоугольником, будут вверху. Те, что под веревочным многоугольником, будут внизу. Рисуем эпюру. Посередине, там где шарнир, будет точка с нулевым моментом. Не забываем умножить ординаты на фокусное расстояние.
В FreeCAD это очень удобно делается при помощи инструмента масштабирования. Увеличим масштаб эпюры вдоль оси Y, а в качестве коэффициента масштабирования примем фокусное расстояние в метрах. Все, осталось только измерить значение сгибающих моментов. Вот мы и получили все значения сгибающих моментов в интересующих нас точках. Правда, так проще, чем считать по формулам. Как всегда, пометим, что это такие эпюры сгибающих моментов, и переходим к определению значений поперечных сил. Для этого снова копируем дугу арки. Находим центр ее окружности. Проводим через дугу арки линии действия сил. Из центра окружности арки проводим радиусы к точкам опор и к точкам пересечения дуги арки с линиями действия сил. Пометим радиусы другим цветом, чтобы их отличать от других линий. Теперь через точки пересечения дуги арки и ее радиусов проводим касательные. Пометим касательные другим цветом,
чтобы отличать от других линий. Далее касательную копируем в точку фокуса многоугольника сил, а радиус копируем в соответствующий ему угол многоугольника сил. Находим пересечение радиуса и касательной. Длина отрезка, которая у нас получилась из радиуса, даст нам значение поперечной силы. А длина отрезка, которая получилась из касательной, даст нам значение продольной силы. Получим значение продольных и поперечных сил для остальных частей арки. Первый радиус у нас пришел в точку опоры, поэтому мы его поставили в начало многоугольника сил. Второй радиус у нас приходит в стрелку оранжевой силы, поэтому мы его тоже поставим в стрелку оранжевой силы на многоугольнике сил. Находим пересечение со второй касательной, которую перед этим поставили в точку фокуса. Ставим в точку фокуса третью касательную. Третий радиус приходит в стрелку красной силы, значит, туда же мы его и ставим на многоугольнике сил. И находим пересечение с касательной. Копируем в точку фокуса четвертую касательную. Четвертый радиус у нас приходит в стрелку зеленой силы, но поскольку у нас после шарнира на многоугольнике сил все становится зеркальным, мы его ставим не в стрелку, а в начало зеленой силы. Копируем пятую касательную в точку фокуса. Пятый радиус после шарнира приходит в стрелку голубой силы, значит, ставим его в начало голубой силы на многоугольнике сил. Осталась последняя шестая касательная. Копируем ее в точку фокуса. И последний шестой радиус у нас приходит в правую опору, соответственно, мы его ставим в конец многоугольника сил. Ну вот, мы узнали все значения продольных и поперечных сил. Далее будем строить их эпюры. Рисуем линию пролета. Копируем на нее значение поперечных сил. Те, что смотрят вверх, будут над линией. Те, что смотрят вниз, будут под линией. Теперь их нужно выпрямить, чтобы они смотрели вертикально.
Вот мы получили верхние и нижние значения поперечных сил, но поскольку эпюры у нас должны идти зубчиками, нам еще нужно получить дополнительные промежуточные значения. Для этого нам нужно определить равнодействующие силы в этих сечениях. Скопируем силы в удобное место. Скопировали. Равнодействующие будем определять при помощи параллелограмма сил, а направление равнодействующей будет задано соответствующим радиусом. Соответственно, радиус, который пересекает линию действия оранжевой силы, копируем на оранжевую силу. Радиус, который пересекает линию действия красной силы, ставим на красную силу. Зеленый, соответственно, на зеленую. И голубой на голубую. Проводим линии, которые соответствуют касательным в этих точках. Находим пересечение, удаляем лишние хвостики. Вот мы получили равнодействующие поперечных сил от нагрузок в точках их приложения. Копируем их в соответствующие места на эпюре, вычитая полученные ранее значения. Исправляем направление. Рисуем зубчиками эпюры поперечных сил. Вот наши поперечные силы. Осталось их только померить.
Ну вот, эпюра поперечных сил в законченном виде. Поставим ей традиционную метку. С эпюрой продольных сил совсем все просто. Рисуем линию пролета и копируем на нее значение продольных сил. Исправляем направление. Все линии должны смотреть вверх. Соединяем концы линии ломаной. И эпюра готова. Осталось только померить значение продольных сил. Ну и как обычно поставим эпюре традиционную метку. Все, расчет окончен. Искренне поздравляю тех, кто продержался до конца. Вот так вот графическими построениями определяются опорные реакции, изгибающие моменты. Поперечные и продольные силы у трехшарнирной арки. Следующее видео будет не менее длинным и посвящено графическому расчету фермы при помощи всем известной диаграммы Максвелла-Кремоны. Ну и уже по традиции, для тех, кто досматривает до конца, для сравнения расчет точно такой же арки, но выполненный при помощи Lyra Sapper. В этот раз результаты немножко отличаются, потому что для расчета методом конечных элементов дугу арки нужно было разделить на прямые участки, тем самым превратив в многоугольник. А значит, из-за этого появилась некоторая погрешность расчета.